Ребята, доброе утро. Утро чудесное, поют птички. Сегодня солнышко. Я вот думаю, что надо уже притенять, потому что вот Наташа получает солнечные утренние лучи, растит бутон Наташа и ко. А я смотрю, что надо заканчивать эту историю, потому что ожог будет. Уже 9 час утра, солнышко становится более интенсивное. Я, знаете, чего пришла здесь сделать? Я пришла обрезать вот это обрезать. Это Big Lip, вон там он стоит. Не то мелодия, не то симфония, вот такой красивый. И жалко этот цветок, ну чё ж его оставлять в таком виде. Ждать, пока вот оно все тут уже отцветет, совсем не эстетично. Здесь я вам показывала 3 почки проснулась. Видите? На фоне похолодания, которое было весной. В общем, я вот так вот сейчас обрежу вот здесь. О, убрала я вот этот кончик цветоноса, краешек. И пускай развивается. Он здесь, я думаю, присохнет в этом месте. И вот эти 3 почки, они, конечно, дали такие цветоносы в разные стороны. Ну ничего. Думаю, будет опять по сколько здесь? Вот тут только 3 бутончика, здесь уже 4. Ну, по 4, по 5 цветочков будет, и будет такая красивенькая, пышная картина. Было желание обрезать арфу, но она, смотрите, на краешке дала еще бутончики. Вот такое будет у нас цветение летнее. Здесь, с этой стороны, я тоже этот же Big Lip обрезала. И вот он продолжает формировать вот с этой почки цветоносик. Ну и, конечно же, радует сердце дракона. Помните, какое было пышное здесь цветение на 2 цветоносика? По-моему, на 2. Да, вот здесь, вот здесь, вот здесь. В общем, здесь почечка ожила, здесь ожила почечка и 2 новых цветоноса. В общем, летом будем с цветочками. Так, кого хотела вам еще показать? Так и не произошла пересадка у меня. Сейчас я Наташу подвину. Наташа тоже молодец, но новых цветоносов не дает. Вот эту почку не будет. Ну ладно, вот так вот по 1, по 2 бутона наращивает. Такая большая она у нас, красивая. Девочки, сразу покажу Sunset Love. Сейчас подошла, думаю, кто здесь так ароматит? Он уже отцветает, конечно, вот так вот уже сыпятся вон цветочки, внизу валяются. Но у него аромат, когда солнышко на него попадает, прям сказочный. Нравится мне. И вот этот Big Lip, которого я хотела пересадить, он там уже выскакивает из горшка. Я хочу ему сейчас срезать там желтый цветонос, который отцвел. Я так не люблю, когда вот эти желтые цветоносы, может, кому-то все равно. И почему я его не пересадила? Почему не пересадила? Потому что я увидела вот этот новый цветонос. Как-то пришла к знакомой, а она оставляет все эти желтые цветоносы. И казалось бы, ничего страшного в этом нет. Мне это как-то... Вот я сразу на это обратила внимание, что у нее везде вот так торчат желтые цветоносы. Я спросила, говорю, а чего вы не обрезаете? А чего вы не обрезаете цветоносы, которые уже прям желтые? Она сказала, они мне не мешают. Ну, вы знаете, кому, как это, хозяин-барин. Здесь уже просто надо перебирать корни у этого биглипа. Ну ладно, цветет. Здесь какая-то на шее присохшая чернота. Я вот такую черноту не побаиваюсь особо. Видите, вот такая черненькая точечка, не знаю. Может быть, корень пытался выйти, потому что вот с этой стороны вышел. И, возможно, ткань там немножечко претерпела изменения. А возможно, этот цветонос, когда шел, и пошла трещина, и потом села инфекция. Бог его знает. Но главное, чтобы эта история присохла. Так, что тут у меня? Моя
принцесса. Все жду, когда она вот эти 3 цветочка стареньких, которые вот прям самые первые, чтобы она их отсушила. А она отсушила здесь 2 и нарастила вот здесь такой вот букетик. Мне не нравится, когда так. Ну ладно. Я надеялась вот на эти почки, что они проснутся, но пока тишина. Мой Сан-Франциско тоже, кстати, история такая, что мне прям хочется вот это все обрезать. Здесь вижу из-под чешуйки тоже что-то появляется. Вот видите, надо не спешить. Надо не спешить. Но пока они еще такие вот не совсем засохшие, я оставлю. Ну вот здесь почечка. И смотрите, они все в окошко пошли. Тын-тын-тын. Вот это вот Сан-Франциско решил, что он молодец. Вот такой пышный был цветонос. Отцвел, я его обрезала, и вот 2 почки. И вот с такими бутонами. Да вы что? А здесь, возможно, тоже будет, скорее всего, почка разбужена. Вот это я тогда позже обрежу. И здесь тоже будет вот цветение. И в итоге будет такая, знаете, шапка здесь. Вот он любит шапками цвести. Я его обожаю. Простая орхидея, без всяких выкрутасов, но очень интересная, неприхотливая. Она мне очень нравится. По прихотливым сейчас пройдемся. Так, кто еще радует? Так, надо мне что-то делать вот с этим джойрайдом. Вижу, отжелтел лист прям вот так. Я его пока не дергаю. Но вот корни есть хорошие. Ой, слушайте, что тоже новый цветонос? Не могу понять. Ой, ребят, прям утренний обход. Ой, это я на корень поставила, думаю, что он плохо стоит, горшок. У меня такое ощущение, что здесь тоже новый цветонос. Нет? Что-то там растет. Все может быть. Орхидея уже не молодая и позволяет себе всякие такие интересные поведенческие моменты. Ну, зацветет и хорошо, да. И либо это корень, вообще непонятно. Либо это корень, ребят. Ну, стойте. Очень часто сложно определить, ну, судя по тому, что носик вот такой острый. Девочки, видите, мальчики? Скорее всего, это цветонос. Ладно, позже сниму лист. Я вот так вот, когда не плотно сидит, когда плотно сидит, я не трогаю. Ой, кто-то мне звонит. Мои ребята пошли на рынок делать базар. И звонят, ну, прозванивают меня, что надо еще купить. Так, девочки, ну Sunset Love вообще замечательно. И знаете, что я еще обнаружила? Так, здесь все понятно. Ждем, пока этот листик, не дергаем его. Ждем, пока он немножечко подсохнет получше. И тогда мы его снимем и чешуйку снимем. Конечно, ну, долго сохнет, но пускай сам отвалится. Так, смотрите, что я недавно обнаружила. Вот так проходила, смотрю, что-то там виднеется из-под листика. Ну, корешок. Интересно. И вот так, смотрите, прикольно, да? Думаю, боже мой, Дасти Белль. Откуда цветонос? Так пышно цвела. Здесь у нее история по цветоносам такая, что новый идет у мамки. Вот, видите? Опять будет цвести. Это был старый. Надо его подкоротить. Укоротить. И у нее же детка есть. Эта детка, сейчас, девочки, вам покажу поближе. Эта детка не развивается. Она пристволовая. Вот такая вот лопушистая, с красивым листиком. И что вы думаете? Она решила процвести. Я думаю, ну мамка здесь уже понадавала из пазух цветоносов. Видите, каждый год, не пропуская пазухи, она дает цветоносы. И тут вдруг смотрю, вот такое явление, причем тоненькое, такое симпатичное. И я догадалась,
что эта детка решила цвести. Так что вот сейчас летом у нас будем с вами наблюдать цветение и мамашина. Видите, у нее более такой цветонос помощнее. И деткина. Смотрите, как прикольно, да? И они в одну сторону развернулись, потому что к источнику света. Она разветвляет цветонос со временем. Посмотрим, каким цветонос будет у мамаши летний. А вот эти осенние, зимние цветоносы были такие богатые, разветвленные, многоцветковые. Новый лист растет. Слушайте, ну Достибель вообще. Ей так понравился этот горшочек. Так, надо поливать уже. Хотя еще можно, видите, вот видно, что еще кора не совсем тарахтит, не сухая. Можно еще подождать пару дней с поливом. Пусть там уже все хорошенько просохнет. Так, это я вам показала. Наташу я возвращаю на место. Нет, сначала надо вернуть на место биглип. А это сделать сложнее. Нужно 2 руки, поэтому позже это сделаю. Так, кого хочу вам еще показать здесь. Хочу сама посмотреть и вам показать. Это наша каменная роза. Кстати, розочки сейчас у меня заактивничали. И заактивничали не по листьям, по корешкам активные они у меня практически всегда. С листьями хуже. Это моя одна из розочек. И вот она, я вам показывала, цветоносик наклюнула, а теперь вообще вот так его уже подрастила. То бишь на какую-то пару-тройку цветочков будем рассчитывать. Так, а что здесь? Там что-то появляется, может корешок? Но это корешок, понятно. В общем, розочка будет цвести, хотя у нее осталось 3 листика. Она капризничала, ну, сейчас у нее дела наладились нормально. У нее, кстати, в горшочке влажненько и хорошо. Так, как она стояла. Главное вернуть на место по отношению к свету. Ну, пускай так, чтобы она цветонос повернула к источнику света, к окну. И здесь у меня еще один подозрительный, который под контролем, который наращивает корешки. Вот уже вот так. Сидит в посадочке керамзит мох на наращивание корней. Это мой Рейнг Принц. Рейнг Принц, мне цвести не надо. Я его прям уговариваю, говорю, не надо мне цвести, и тебе не надо цвести. Ну вот вижу, видно, вот листик подрос, видите, такая нежная зелень, вот настолько подрос. Так, ну что интересное и что непонятно мне пока, то, что он не сильно желает корни в мох туда опускать. Хотя нет, он опустил корень. Посмотрим. Главное не залить. Но вот эти корни дошли до керамзита, как ни странно, видите? Вот, и закуклились. Вот из мха вышли и остановились, и не хотят опускаться. Может, не хотят, чтобы было сильно влажно. Там водичка у меня немножко стоит внизу. Видите, как странно. Мох прошли и дошли до стенок и остановились. Не знаю. Посмотрим на эти. Этот корень пошел наверх. Ну, вроде как разворачивается вниз. В общем, девочки, мальчики, очень надеюсь, что за пару лет реанимируем его. Ну вот история с орхидеями, с их реанимацией такая, знаете, не шустрая, так скажем. Орхидеи и погибают-то тоже, пока до них дойдет, что дело труба. Пока дойдет. Хочу вам показать котлею, с которой у меня все никак не получалось. Была неправильная посадка. И вот я... Ой, скапывает там в кашпо вода. Значит, я ее посадила слишком во влагоемкую посадку. Именно вот эту котлею, у которой 1 листик. Слушайте, она у меня тут на южной стороне. О, теряет тургор, не хватает корней. Вот эти новые еще нормальные листья. Надо ее убрать на лоджию. Короче говоря, она начала растить
новую охапку корней и стремятся вниз. Но сейчас ей не хватает ей влаги. Видите, как она совсем прямо вот. Надо сейчас ее пролить душем, чтобы верхний слой мха намочить. Сейчас я это и сделаю. О, теряет она тургор, ей здесь жарко. Ну, Котлея, она дама такая, умеющая выживать. Я думаю, что все будет хорошо. Вот эти две новые бульбы, которые у меня выросли, видите, они меньше предыдущих. И вот чехлы позасыхали. Короче, девочки, что у меня с котлеями ничего не получается. И эта котлея, она вроде как простая, как мне говорили. Но у меня все равно что-то... В общем, я на ней учусь. Котлеи я, конечно, заводить не спешу и не хочу, потому что мне пока непонятно вообще с ними ничего. Ой, ребята, пролила на ночь прям хорошо душем. Мне кажется, немного ситуация улучшилась, но все равно не очень. Видите, какая потеря тургора от отсутствия корней. Там водичка внизу, чтобы было влажно. Мох теперь влажный. Корешки веселенькие. Надо, чтобы они отросли и пошли туда вниз. И они начнут питать этот замечательный кустик. Я за котлею эту не переживаю. Мне кажется, что она отобьется. Возможно. Может быть, старые бульбы уже и нет. Ну, новенькие, кстати, нормально себя чувствуют. Им хватает. Вот это вот она, да. Хотя она и проста в зацветании. Но у меня как-то с ней не складывается. Не складывается. Ой, 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 красота, красота. Слушайте, здесь у меня тоже вот этот красавчик цветет. Невероятный кактус. Я его немножко так вот подперла пропанчиком. И он теперь у меня стоит, а то свисал. Так, хочу посмотреть еще вот эту красоту. Это моя вторая котлея. У меня, по-моему, там еще две есть. В другой локации, но они совсем маленькие. Так, здесь у меня новый рост. Вот этот рост прям загорел на южной стороне. Листик вот так выглядит. Она, кстати, двулистная. И она очень любит попить. И корешки уже вот здесь прям в поддончике, видите, вот лежат. И она быстрее просыхает и попить очень любит. Пока не цвела, еще малявка. Ну вот я думала, что же там растет, а растет у нас новый, такой красивый, загоревший на солнце ростик. Ну посмотрим. Вот был чехол, типа того, что она думала процвести, но он вот сухой, пустой, не знаю. Пока я еще в этом не понимаю. Ну, это все покупалось, вот эта конкретно котлея покупалась в юном возрасте, очень такая юная. Видите, ризома у нее такая вот сверху растет. Главное, чтобы не замокала. Корешки влажненькие, там влажно. Надеюсь, что с этой котлеей у меня все будет нормально. В общем, друзья, сейчас покажу вам еще один фаленопсис. Посмотрим, все же цветонос там или все же детка. Потому что у нас с вами были рассуждения в предыдущем видео с этой локации. Детка это или не детка. Речь будет сегодня идти вот об этом фаленопсисе. Это Леди Мармелад. Все, кто смотрит мои видео, уже знают, что вот это то место, где Леди Мармелад растет. Уже отцвела. Я смотрю, она не желтит цветонос. Тут какие-то у нее непонятные изгибы на цветоносе. Не знаю даже, что делать. До живой почки обрезать. Где здесь живая почка? Это или это? Непонятно. В общем, что у нас происходит? Мы с вами думали, надеялись и верили, что это у нас детка. Очень уж было похоже на детку. Но вот сейчас, по истечению некоторого времени, я понимаю, что это таки цветонос, девочки.
Это таки цветонос. Здесь лист отжелтила, красотка. И какие это цветонос. Ну вот сначала было прям, все меня поздравляли. Аня, детка, Аня. Там даже кто-то из вас, девчонки, записался в очередь на детку от Леди Мармелад. Ну, знаете как? Вероятно, что деткуются, возможно, они охотно. Так, мне надо будет с ней поработать со временем. У меня было желание, думаю, может ее вытряхнуть из горшка, перебрать корни, пересадить. Потом думаю, успокойся, вон вижу, начался новый рост корней. Она себе там адаптировалась. Да, она, конечно, идет на бок. Возможно, жаль, что она вот эти корни не продолжает растить, закуклены. Возможно, было бы неплохо, если бы здесь было побольше корней вот с этой части, ее омолодить. Тогда бы, может быть, нам повезло, и от пня пошла новое растение начало бы расти, на это бы укоренили вверх. Ну, пока вот как есть. Пока получается вот у нас вот так. Сейчас, наверное, все же... Вот эта почка мне не очень нравится. Она какая-то... Хотя... Ну, я все рассуждаю, думаю, обрезать до каких пор. Или пока оставить. Я, знаете, когда в таких случаях смотрю, думаю, ну, тебе же этот цветонос не мешает. Ты за него не цепляешься, да, не очень эстетично, совсем не эстетично. Но... Пусть пока будет. Пусть пока будет. Ничего страшного. Так, ой. В общем, Леди Мармелад вот здесь вот так выглядывает, смотрит на солнышко. Ее, кстати, нижний лист тоже вот так себя ведет. Ну, правильное пожелтение, как существует вот такой уже выработанный опытом сленг, терминология у архолюбов, что вот правильное пожелтение листа, когда мы не нервничаем, начиная с кончика листа. И когда уже желтеет отсюда, у нас начинается паническая атака, девочки. Надо успокоительные принимать и принимать меры. И посмотрите, какой у нее восковой налет. Это не пыль, это именно вот восковой налет на новом листике. В общем, будем наблюдать. Все, теперь понятно, что мы будем свести вот так вот. Не знаю, я не думаю, что это, к сожалению. Я думаю, что это на здоровье. В общем, будем любоваться и получать удовольствие от цветения этой прекрасной орхидеи. С вами попрощаться и показать вот то, что я каждый день заглядываю в этот вазон, потому что это хибики. Все, кто на канале со мной, все знают, что мы ждем. Девчонки пишут: Таня, спасибо, что показали, откуда у него бутоны появляются. Вот, девочки, вот с верхушек вот этих, даже самых старых, самых неказистых бульб, которые вообще не замечаешь, вот раз, и букет. Я жду, когда он вообще, этот букет, начнет распускаться. Но вот формируются бутончики, видите? В общем, я жду в хибике прям с нетерпением его цветения. Ой, хочу, чтобы он был нарядным кустиком. В общем, вот так, друзья мои. Всех обнимаю, всем мира и добра, всем спокойствия, терпения. Самое главное, позитивного мышления. Обнимашки. Наши тернеции взрослые, а к ним приехали еще вот такие молодые. Мы не знаем, как там сложится их соседство. Эти вообще молоденькие. Сейчас будем запускать. Да, их посмотрим, что начнется. Что начнется в аквариуме. Сейчас запустим. Сейчас. Я их вот так аккуратно, без травматизма. С этой водичкой. Вот так вот их. Чтобы они сами выплыли, понимаешь? Давайте аккуратненько. Раз, одна ушла. Добрый путь. Вторая. Нет, выпрыгнула. Еще две.
все уплыли. Конечно, у них будет сейчас стресс. И у больших, и у маленьких. Боже, они такие манюньки по сравнению с этими огромными. Так, о, не будет она их гонять. Сейчас будут знакомиться. Интересно. Интересно, интересно. О, слушай, это прям... Ой-ой-ой, не обижай, не обижай, не обижай. Смотри на нее. Ну пока, слушай, поклевывает эта большая. Ну вроде, не, вот это вот коралловая, оранжевая малышку так клюнула. Ну, посмотрим. Ну вроде каких-то агрессивных пока действий не замечено. Тут один в Данию плавает. А какие там еще были из мелкосней? А цвета вот такие только были, да? Такой бурячок, коральчик. Так, а куда эти делись, которые? Они где-то под кустом там. А зеленая и синяя, вот они, спрятались. Вернее, желтая и зеленая спрятались за кустик. Они боятся. Они побаиваются. Интересно, посмелее оказались вот эти две, красная и коралловая. Смотри, как интересно. Красная и коралловая, Сереж, примкнули к своим подобным по цвету. И с ними плавают. А вот которые другого цвета, они спрятались. Хотя вот, подожди. Интересно. Не, зеленая тоже уже выплывает. И зеленая тоже выплыла. Интересно, интересно. Желтенькая не видно. Где желтенькая? Желтенькая там плавает. За кустом. Угу. Ну, вроде ничего так, да? Детский сад. Ага, вот и это выплыла. Так, давай. Ага, она что-то больше в стрессе. Носится. Что-то это как-то больше в стрессе. Та, которая пожелтее. Ну, или это не желтая, она тоже зеленоватая, просто другой у нее такой неоновый какой-то цвет. Не неоновый, а что-то она какая-то суетливая. Ну, посмотрим. Так, посмотрим, что будет через сутки. Как они? Ну, эти нормально. Вот эти две нормально. Прям как будто и знакомы давным-давно. Интересное поведение. Я что переживала, как малыши, когда добавишь, что будет. Ну, пока нормально. Напишите ваши рекомендации. Кормим 1 раз в день сухим кормом. Каким? Этим, господи, каким же кормом мы кормим? Тетра, да. Эти давно у нас уже живут. 2 года, а может даже 3. Но как-то они, когда мы в прошлый раз, 2 года назад или год назад добавили пару новеньких, они их забили. И была недавно у нас тоже попытка, запустили зеленую такую с черными половниками, тоже тернеция, красивую. И тоже где-то через пару месяцев всплыла вверх брюхом. Так что неизвестно. У них косяк держится из этих вот 3 крупных. И вот они как-то... Ага, что-то там они уже суетятся, знакомятся. Ну, посмотрим, что будет через сутки. Пока вот так. Мне нравится, что они такие разноцветные, красивые. Пошли в пещерку. Красотки. Красотки. Другие что-то я не хочу виды рыб. Мне вот радует глаз вот эта цветовая гамма. Хотя они немножко агрессию проявляют по отношению друг к другу, но посмотрим.
как сложится их дружба и совместное проживание. Что-то да, что-то. Они там друг друга, я вижу, гоняют. Сами малыши друг друга гоняют. А они были в одном аквариуме, да? Вместе, да? Но все равно, вот вижу, даже малыши друг друга гоняют сами. Странно.